тут бывает на судах подвозят? А? Вот туда вот. Вы видели когда-нибудь? Нет, что подходило? Клещи с крана, который разгружает. О, там вообще какая-то тоже лапа манипуляторная. Оттуда груженные суда приходят, если они сюда вообще приходят. Тут такой заливчик, а вон там Волга-Балт. Надо подождать. Хорошего вам вторника. Ну, тут хорошие пачки сразу берет. Как эти игры называются? Гансы как-то, да? Блин, на кранах, наверное, сложно разгружать. Это болтается как хочет. Ладно. А что за фишка такая? Кесу или что там? Кесла. Кесла? Хорошие они? Финские какие-то? Производство, не знаю, но фишка вообще. Как Эпсилон?
Блин, вот, наверное, достается прицепом, да, машинам здесь на выгрузке. Ну, раз за 3 можно став выгрузить, да? Блин, быстро, конечно. Ну, если бы он еще как-то не на цепях был, а так было бы вообще быстро. Так он пока прицелится, пока положит. Кесла, вроде как будто финское название какое-то или скандинавское хотя бы. Может, как Швеция. Нифига себе, у него что, и лапа оттуда, что ли, работает? Она еще ездит так вот. Туда, вперед, назад? Нифига себе. Фишка и машина. А что за машина там? Скайнер. А, Скай. Вот он такой, наверное, хорошо работает, да? Конечно. Все, начали нас разгружать. С заднего става он подбирает. Ну, блин, он, конечно, капитально сразу берет. Треть става где-то. Фишка это, наверное, грузит раз на 5, наверное. Третий захват у нее сейчас. Снова с заднего става. Она постепенно с заднего става взяла, потом с переднего, сейчас снова с заднего става берет. Сразу пачки такие. Ну вон тут лес. Опа. О, блин. Вот это сыграло. Поэтому там нельзя стоять. Я нахожусь под краном. Тут нормально. А вот там как сейчас бревно сыграло. Не в машину хорошо. Тут надо быть осторожным. Предельно. Ну, в общем, тут лес вот такой. Трухлявый. Ну, на эти древесные плиты так вполне самое оно. Поэтому весь плохой лес сюда и возят шипсу. Ну, еще часть возят газовикам осину, вот в основном. А газовики там выстилают себе лежневки. Вот труб там много лежит, тут у нас газовики много что делают. Тянут они газопроводы, все. Так, с переднего става захват пошел. МАЗ воздух спускает с подушек. Опа. Что-то он вообще дофига взял. Блин, опасно висит. Вообще он много взял вот сейчас. А тут я говорил, вот мы совсем рядом с Волгобалтом. Вот там я, ну, можно сказать, в принципе, за вагоны показать.
Тут ничего не будет. Тут вот еще какая-то выгрузка. Эти краны вон по рельсам ходят. У него там идет рельс за вагонами и здесь вот. Тут еще бывает видно на вагонах что-то подают. Хотя эти вагоны уже давно стоят, я в прошлом году был, они, по-моему, так и стоят. А вот, тут как раз заливчик такой. Там вот какая-то церквушка, то ли храм какой-то разрушенный. И вот там он просвет, где небольшой такой проход. Здесь, видимо, если подходишь сюда, то оттуда. Там река Шексна, часть Волгобалта. Там уже, наверное, сзади добирают. Нет, там Егор показывает. Пошли это. Ой, добирает. Разгрузились. Теперь надо всю вот эту срань с телеги выгребать, чтобы она не полетела на дорогу. Залезу, помогу. Где она? На щите? Сейчас мусор скинем и будем выезжать из комбината. Там, кстати говоря, шлюз находится. На Волгобалте сколько шлюзов-то там? 6. В общем, один из шлюзов Волгобалта, он, наверное, самый южный. До... А может, не буду врать, но, короче, вот один из них. Один-единственный между Рыбинским и Белым озером. Там шлюзуются корабли. Там же где-то за ним и комбинат, где мы были. А мы едем обратно в Делянки. Делянку. Он не баловень у судьбы, в передрягах не раз бывал, на дорогах большой страны все возможное повидал. Да удачи тебе, браток, за баранку свою держись, сколько будет еще дорог, а ведь в каждой дороге жизнь. Непроста шоферская жизнь, но раз Богом она дана, за машину и друга держись, в них надежда во все времена. Да удачи тебе, браток, за баранку свою держись, сколько будет еще дорог, а ведь в каждой дороге жизнь. Продвигаемся к Делянкам. По дороге ничего не снимал, там особо не было интересного. Сейчас вот уже ползем по этой дороженьке снова. Думаю, поделать вот эти вот доски боковые, чтобы хоть были. Что-то хоть полезное сделал. С ними-то лучше будет, должно быть. Надо делать.
вечером займусь. Может сегодня там что-то померяю, уже посмотрю. Да там самое сложное, то что вот эти... Ой, что, баланс повезет. Урал, може вийти банка ушел. Як А с чего эти палки возят с собой? они длинные. Что они? Длинные. А. Сейчас порубим. Низко склон. Есть. А, бля. Стрелы тоже. Выключено? Ну, и сломано, видимо. Да, снизу не видно. Ах, что, нацеплять прицеп будет? Я масс тоже не вытянул. Здесь ему не хватило добраться елкой. Да, прицеп будет отцеплять. Миша на МАЗе тут не хватило догрузиться. Он тоже хотел с прицепом назад сдать. Но мулил, я уж в самом конце включил. Он тут набуксовал. Нашлифовал. Тоже у него не получилось выйти. Он просто взял, отцепил прицеп, да уехал туда. Ему проще можно. Раз прицеп быстро он скинул, раз, шланги, провода. Сдернул и поехал.
поле. Да, он сегодня, его вчера уже комплекс дернули, сегодня он уже возят в Урал. Ну, то есть пока возим, где старый лес. Сейчас я прыгну Старая, к Сергею в Урал. Ой, в этого, не в Урал, а в Мазу. Егор поедет по Шекслу, сейчас повезет второй рейс, а я поехал с Сергеем, потому что он везет баланс еловый на Череповец. Я там ни разу не был, еду посмотреть, что там творится. Новый МАЗ куплен в марте. Сейчас вот июль. Кастом встанем. Какая-то разборка автобусов. Я в Вологду, у меня что направление? Командир, не ездили в этом году? Я так бы не поехал туда, дорога хуйная. Ладно. Едет как на камне прыгают. А что здесь такое? Гравий брусит? Чего, много работы-то? Что-то Да не особо, но есть. дробилки, что ли? Что, командир, сюда вывозите чего? Да нет, вроде пока. Так, спросил. Понял, ладно, давай. Давай. А вот этот горбыль пачками, куда он нагружен? Они вот его продают. А на что он годится? Я не знаю, печки можно. Кто-то, наверное, топит, но это ж хреновые дрова. Елка она коптит. До свидания. А здесь именно баланс пилят, да? Но. Ну. Прибыли. Теперь надо ждать Мишу на МАЗе, чтобы он нас разгрузил. Потому что здесь никто не разгружает. Приехали на какую-то мы пилораму, не знаю, как правильно называется, надо будет узнать у Сергея. Вон погрузчик. Какой-то сыграл у меня термос. Не знаю, вроде замялся, вроде нет. Вроде еще какую-то вмятину получил он. Хотя он и так весь сам по себе мятый. Ну, как бы одной боевой раной больше, одной меньше, разницы нет. В общем, здесь пилят только еловый баланс, то есть небольшие по диаметру елки. Вон тут, я не знаю, вот этот горбыль пачками, куда на дрова, что ли, реально, ну елка, вот этот горбыль, плохие дрова. У нее стажи много, дымоходу засирает. Потом плохо дым уходит. Лучше всего дровами нормальными топить. Березой, осиной, ольхой хоть так. Ой, у него же задние колеса поднимаются у погрузчика. Ох, хрена себе, как он грузит. В общем, тут никто не разгружает, поэтому надо ждать Мишу, он с фишкой приедет, все скидает. Так что будем его ждать, пока чайку попьем. Сергей там разговаривает с кем-то. Это вот я говорил, что новый МАЗ, он куплен был в марте. Ездит, пробег у него 14 тысяч там с чем-то, 14, ну 300 условно говоря, сегодня, или чуть больше, ну не суть важно. В общем, 14 тысяч с лишним у него пробегу. Так что новенький, ходит, бегает с прицепом Тонар. Ну это я, наверное, по технике потом как-то отдельно расскажу.
Миша приехал, отвязался, сейчас разгружает себя, потом Маза будет Сергея разгружать. У Миши вон левая передняя рессора лопнувшая, накренившись есть на левый бок. Кстати, на ремонт некогда, потому что сейчас на базе там у нас нужно подавать на пилораму елку. А Урал, который на базе обычно елку подает, там в отпуске уралиста, а сам Урал сломан, поэтому и заменить некому. И вот из-за этого масса не может стать на ремонт, потому что вот он один с фишкой, с рабочей. И он все и на базе подает елку, и в делянке он сам грузится. Здесь он разгружает, все на нем. На ремонт пока некогда вставать. А этот вот этот погрузчик, что-то мне не понравился, какой-то он китайский. Иероглифы, по-моему, китайские, да, название какое-то Уйгор, тоже китайское. Твердит он что-то как-то, гидравлика резко работает. Он, ну, китайский, так понятно, не понравился. Вон здесь из горбыля щепу делают, стоит станок какой-то, который всю моль перемалывает там. Урал какой-то старенький. Фу. Я выхожу, там Миша грузит Сергея горбылем, потом сам будет грузиться. Они повезут горбыль на новую делянку туда, чтобы выстилать там дорогу. Но они просто выгрузят здесь у дороги. Дальше уже там мужики будут стелить, наверное, на КамАЗе, на Урале. Вот, кстати, тоже какой-то погрузчик стоит. Интересный. А не знаю, что тут написано КамАЗ. Вот не КамАЗ. Может, его сфоткать? Ну вот, и там они грузятся горбылем, мужики. А мне позвонил батя, сказал, чтобы я выходил на дорогу. Мы сегодня с ним приехали опять на одной машине. Он уже там собрался ехать, ну, домой, в деревню. Еще там ему как-то надо заехать будет по дороге. Ну, в общем, я хотел еще остаться с мужиками, там съездить в лес, последний рейсом вернуться уже на базу. Но батя сказал, что нет, надо возвращаться, потому что он потом уедет, а мне будет некуда деться. Моя машина у меня тоже в деревне. Поэтому вот выхожу. Такой получился рабочий день сегодня. Ну, не рабочий, потому что у меня-то не рабочий день. Я так ничего не делал, можно сказать. Ну, так покатался с мужиками, с Егором съездил до Шексны. Вот с Сергеем съездил до сюда, до Череповца здесь. Баланс привезли. Вот такие два рейса, можно сказать, почти полноценные, только без возврата вот этого рейса в делянку. Но мне, как всегда, ну, понравилось. Я всегда люблю такие движухи. Мне интересно очень. Ну, в общем, такой получился день с водителями тягачей МАЗ. Два тягача, один постарше, другой помоложе. В смысле тягачи, ну, водители тоже. Так что сегодня я с ними прокатился. Было круто. Спасибо за просмотр. Пока. Я подошел уже к перекрестку. Сейчас день здесь, наверное, сяду и буду ждать. У меня тут еще чай остался в термосе. Я его попил. Вот здесь на бордюре присяду. На поребрике. Когда как. Кто как называет. Ладно. Буду ждать.